Я знаю, что многих бесит эта известная польская ксенофобia и русофobia. Tu powinno nie być, wiadomo, Ukraińców i całej reszty, bo Polska jest kurwa dla Polaków. Нормальное стремление какого-то народа. Я не знаю, как может народ за это осуждать. Wypierdalaj do siebie, ukraińska kurwo. Поляки массово годами уезжают из Польши жить в другие страны. Coś tu kurwa nie pasuje. Я тоже не поддерживаю вот эту ненависть на почве другой национальности, цвета кожи или там другого вероисповедания. Это варварство. И радикальные такие насильственные методы проявления вот этой ксенофобии обязаны наказываться по закону. И, по сути, в Польше это происходит. Мы видим сейчас часто в медиа вбрасываются какие-то случаи, участились нападения на украинцев, на белорусов, какая-то ненависть, оскорбления на женщин. Это все есть в медиапространстве. А сейчас коротенькая и очень слезная история семьи мигрантов. Мы простая, обычная семья, мы родом из Белоруссии. С 2013 года мы путешествуем по миру. Последние 6 лет уже воспитываем 2 девочек, у нас двойня. Содержим себя сами, продвигаем добро, говорим про какие-то адекватные вещи. Недавно вот делал видео про мои польские корни, показывал документ старинный моего прадеда, довод особисты уже несуществующего польского воеводства. Учим язык. В Польше живем с уважением к народу, к правилам, к законам. Благодарны вообще за все. Нам все вообще нравится. Очень крутая страна, классные люди добрые. И, казалось бы, хорошие, такие все правильные пупсички, красивые, сладенькие, белорусики. Ну вот хорошие. Но все равно, что бы ты ни делал, тебе так или иначе неоднократно напишут вот такое. Ну как я могу к этому серьезно относиться? Ведь я буддист. И ничего не поделаешь, иногда даже в Инстаграме под постами или сторис с детьми умудряется кто-то написать гадости откровенные с ненавистью. Понятно, что половина из всех гадостей, которые пишутся, это вообще какие-то боты, и вот оставшаяся половина это, то самое как раз-таки быдло, потому что, в каждой стране есть необразованные, глупые люди. Поэтому на такое обижаться тоже смысла никакого нету. И знаете, что очень круто иллюстрирует неадекватность такого поведения? Это то, что случилось вот недавно в Польше. Молодой польке какая-то бабка сказала spierdalej na Ukrainę. No, понимаете? Zostałam zwyzywana przez panią, bo wzięła mnie za osobę z Ukrainy. Sobota wieczór, godzina jakoś 21, nie wiem, coś takiego. Wjeżdżamy z namem do garażu, nam idzie do Żabki, ja wychodzę z tego garażu, no i naprzeciwko jakby wyjścia z garażu, no i wychodzi sobie pani z psem. I ta pani zaczęła sobie coś mówić pod nosem, coś do mnie, coś do tego psa, ja w ogóle nie mogłam ogarnąć, do kogo ona tam gada, no ale za mną idzie i wydziera się do mnie, spierdalaj. Odwracam się do niej i mówię, czy pani do mnie mówi? A ona mówi do mnie, wypierdalaj do siebie, ukraińska kurwo. A ja jestem z Polski. A ona do mnie mówi, ta jasne. A ja, hit. No po prostu hit. И я просто уверен, что всем нормальным, образованным, думающим полякам чертовски стыдно за вот это позорище просто. Ну как это, кто это может делать? Ну какой нормальный человек вот это будет все делать? Ладно, дело на самом деле не только в таких глупых, комичных случаях, которые на самом деле не очень-то и комичны, да, вообще трагичные больше, но вообще это реально очень-очень серьезная, сложная тема, и нужно разбираться еще по порядку. Исторически, откуда корни польской русофобии, так называемой? Первое, конечно, это разделы Речи Посполитой, всем известные, потом несколько очень серьезных подавлений, восстаний в 1830-х и 1860-х годах. Насильная русификация тоже была, и все это в истории, по фактам все расписано. Там еще советский период накапливается, вместе Катынь, ну и так далее. Когда в 2015 году начался европейский миграционный кризис, а Германия приняла больше 1 миллиона беженцев, Польша отказалась от квот ЕС. Я помню, кстати, смотрел в Ютубе протесты на площадях, сотни тысяч поляков с бело-красными флагами скандировало «Польска для поляков».
Очень важно отметить, и я это сам часто слышу здесь от поляков, при общении, что многие поляки разделяют отношение к власти и к обычным людям. Это относится, кстати, и к белорусам, к украинцам, и к россиянам тоже. И очень многие поляки за диалог, за то, чтобы налаживать эту систему. Это очень часто в комментариях у нас прослеживается. Мне нравится, что к нам приходит классный контингент, классные люди на канале, очень мало хейта. Ну и в целом, если подумать, это же очевидно. Повторюсь, адекватно думающие, образованные люди никогда не будут хотеть ненависти, никогда не будут хотеть войн. Это все из тьмы, это из-за духовных недомоганий. Но в первую очередь это просто банальная глупость, это отсутствие образования. И таким людям просто насорить в голову чем угодно, любой пропагандой можно. И так в каждой стране. Парадокс в том, что, отвергая одних мигрантов, Польша приняла других. После 2014 года сюда приехало больше 1 миллиона украинцев. А после 2020 года резко приехало и большое количество белорусов. После февраля 2022 года еще 1,5 миллиона беженцев. Я знаю лично, как обычные поляки открывали двери своих домов и делились всем, что есть. Знаю, как волонтеры круглосуточно помогали прибывшим. Мне всегда это казалось очень хитрым и умным ходом польских политиков. Я не специалист политики, сразу говорю, что я не претендую ни на что, ни на какие-то там серьезные анализы, но, как мне кажется, это грамотно они увидели, что в Европе происходит, хотя они так это предвидели, то есть этого еще даже не началось, таких реальных проблем. То, что в Германии, в Британии, сейчас из Испании, из Италии вот это все постится, просто эти страны уже на себя не похожи. Look at this disgrace. This is France. Все соцсети уже завалены вот подобными видео, как в центре цивилизации европейской сейчас процветает криминал жуткий. Там чуваки с какими-то ножами воруют телефоны прямо на дороге. Эти чуваки на мопедах объезжают. Просмотрел 3-4 видео, и мне градом посыпались рилсы, и у меня шок просто. Прикольно, что поляки не могли знать этого раньше, потому что, никто не знал, к чему это все приведет в Европе. Такое чувство, что они просто предугадали это, и, я так понимаю, сейчас и тогда, они просто не хотят. Поляки, наверное, видеть такое у себя в Старówке в центре Варшавы или в любом городе, в старом месте, вот такую картину. Или как-то так, я не знаю, или поправьте меня, может, я ошибаюсь, я не знаю. Просто кто захочет в своей стране разгул преступности, когда у тебя спокойная, безопасная страна, кто, зачем, по-моему, все логично. Вот готовлю это видео и думаю над этой темой, она такая сложная и вообще неоднозначная. С одной стороны, народ хочет сохранить лицо страны, уберечь себя, своих детей, свое будущее от преступности, от какой-то чуждой культуры тоже. Что говорить, да? Это нормальное стремление какого-то народа. Я не знаю, как можно народ за это осуждать. Но с другой стороны, мы сейчас живем в веке, где много свободы, либерализация тотальная, ценность человеческой жизни, ценность других культур, она сегодня выше. Просто проблема в том, что когда ты идешь навстречу и даешь какому-то другому человеку свободу, возможности, вот что сделала Европа, в ответ получаешь вместо благодарности плевок в лицо. Преступность, насилие. Ясно одно, что если ты зовешь кого-то в гости, этот человек должен помнить, что он в гостях. Очень сложная тема на самом деле, поэтому делитесь в комментариях. Польша как-то изначально набирала иммигрантов из таких более близких стран, соседей, потому что как ни крути, как бы между Польшей и Украиной не было разногласий, вот у них там эта волынская резня, постоянно там они конфликтуют. У белорусов с поляками вообще вот эта Речь Посполитая, мы вместе жили, земли двигались туда-сюда, очень много польской крови, белорусской
белорусской крови, украинской крови намешано. С точки зрения государства, как мне кажется, совсем другое качество иммигранта. Это человек, дети которого, во-первых, выглядим одинаково, ментальность чуть-чуть похожа. Пускай не полностью, но это не сравнить, да, поляка и африканца или араба. Ну, не сравнить. Я не говорю, что эти национальности плохие. Я говорю сейчас о том, как поступили руководители Польши в свое время касательно миграционной политики. Да, важно отметить тоже тот факт, что в Польше есть большая проблема, что поляки массово годами уезжают из Польши жить в другие страны. Миграция огромная, и польская диаспора одна из самых огромных в мире, самая распространенная. И это тоже такой вопрос этический, национальный, политический. И очень, кстати, было бы интересно послушать мнение тех поляков, которые патриотично остаются жить в Польше. Хотя я слышал, сейчас есть статистика, что поляки очень сейчас активно возвращаются обратно. Именно с того повода, что Польша очень круто сейчас развивается, и ситуация здесь все лучше и лучше, зарплаты, возможность зарабатывать больше, особенно для поляков, для местных. Но, как мы видим, цены здесь тоже адски растут, и поэтому, в общем, что думаете, напишите в комментариях. А комментарии-то уже есть уже комментарии. Wytłumaczcie mi kurwa jedną rzecz. Jak to jest, że kurwa część Polaków twierdzi, że tu powinno nie być, wiadomo, Ukraińców i całej reszty i tak dalej, bo Polska jest kurwa dla Polaków, ale kurwa ci sami Polacy zazwyczaj, co to mówią, to zapierdalali kurwa w UK na zmywakach kurwa, czy na innych tematach, czy w Niemczech. Pamiętajcie, że kurwa kilka milionów Polaków żyje i funkcjonuje za granicą, kurwa. Ilu nas jest w Stanach, w samych Stanach, w Kanadzie, w UK, w Niemczech. Wszędzie przynajmniej blisko milion, w UK jest blisko milion Polaków, w Niemczech podobnie, kurwa. W Stanach jeszcze więcej. I co? Czy to nie jest, kurwa, hipokryzja? My sami, kurwa, mamy prawo i tam jeździć, i tam mieszkać, ale u nas nie ma prawa nikt? No zastanówcie się, kurwa. Bo to wiecie, coś tu, kurwa, nie pasuje, kurwa. Coś tu, kurwa, nie pasuje. Więc albo, kurwa, się zamykamy i sami, kurwa, nigdzie nie jeździmy, albo się, kurwa, otwieramy i wyjeżdżamy. Ja wam mówię, kurwa. Ja wam, kurwa, paszporty pozabieram. W pierwszej kolejności, kurwa, tym, co tak pierdolą, kurwa. Kocopoły, a sami, kurwa, wyjeżdżają lub siedzą gdzie indziej, kurwa. I on z UK mówi, kurwa, że Polska jest dla Polaków, kurwa. A sam, kurwa, płaci podatki tam, kurwa, no. И я не говорю уже, что по официальным польским данным украинцы, да и белорусы там тоже в кучу, потому что украинцев просто больше физически здесь. Будем говорить конкретно вот за наших славянских иммигрантов, что огромный вклад в ВВП Польши идет. Это официальные данные. И то, что рынок труда сильно связан с мигрантами из вот славянских стран соседних. И опять же, образованные, думающие и не глупые люди это прекрасно понимают. И дети вот таких мигрантов, которые так или иначе могут косвенно или прямо относиться по корням или по крови, или там по родству к полякам, наши дети, уже ассимилируясь тут в Польше, они уже выглядят как поляки, они мыслят как поляки. Для них вот так вот легко переключить мышление, ментальность на польское. И они учат язык, они уже говорят, вот наши дети без акцента по-польски уже за 3 месяца говорили. Мы только переехали сюда, вернулись за 3 месяца, уже говорили по-польски. Вот сколько все в комментариях там обалдевают, как дети просто быстро схватывают. Матко, який пьяникный динозавр. Вот эти все гражданства, полученные вот этими мигрантами и ассимилировавшимися тут, это дает тоже, ну, именно Польша, вот тот самый прирост населения, как бы они иммигранты взяли и помогают, и получается себе уже на будущее постелили соломку, что все вот наши дети, они могут, если остаются здесь жить, то они будут поляками, практически чистокровными уже. Дорогие поляки, дорогие понаехавшие иммигранты, которые к нам тут в Польшу понаехали, все пишите в комментариях, в чем я не прав. Ну-ка, обоснуйте мне все четенько, чтоб я вот этот свой мусор, глупость вот эту из головы выбросил, а вы мне сейчас все объясните, специалисты во всем. Увидимся в новых видео. Пока.